Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Игорем Мосейчуком. Он на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую наших уважаемых зрителей. Друзья, всем большое спасибо, что поддерживаете канал, что подписываетесь. Как не лютуют блокировщики из Украины, все равно находите средства. Сейчас как бы VPN и смены страны это уже must-have, потому что все купируют, все ограничивают. Но мы стараемся называть вещи своими именами здесь и очень благодарны, что находите, поддерживаете. Подпишитесь на Мосейчука в Телеграме, в Ютубе и подпишитесь на этот канал, где смотрите это видео. Лайк поставьте, не забудьте. И, конечно, принимайте участие в нашем сегодняшнем обсуждении, в наших сегодняшних разговорах. Значит, в чем цимис, да? В том, что вы можете вопрос задать. В сообществе YouTube абсолютно открыто, милости просим, задаете вопрос. Если вы участник клуба Шелеста, там тоже есть возможность вопрос задать. Вопросы прозвучат обязательно в конце эфира. Если не хотите никого ждать, и работает сервис, сервисы тоже, как и YouTube и интернеты, тоже бог его знает что, то, значит, QR-код, который видите возле меня, это возможность прям написать во время эфира на экране то, что думаете, или то, что хотите спросить, уточнить. Естественно, чат трансляции подключим в самом финале, но начнем именно с чата трансляции. Значит, у нас такой сегодня вопрос. Кто дрогнет первым? Дрогнет в смысле отступит, потому что, кажется, сейчас вот эти часы, да, вот час остался, кажется, до этого ультиматума, да, по восточному времени Трампа, как вот два гонщика едут на машине и вот в лобовую, и там кто первый дрогнет, кто свернет. Заезда у нас два, да, как вы понимаете, участника 4, хотя на самом деле больше. Но варианты такие. Кто дрогнет первым? Это США, Иран, Украина или Россия? Игорь Владимирович, Иран отказался от переговоров. Во время нашего прямого эфира, наверное, узнаем, как отщелкнет определенный таймер и что-то начнется адское на Ближнем Востоке. И, кажется, никто не собирается дрогнуть. Значит, дрогнет среди России и Украина. В общем, какие мысли у вас по этому поводу? Кто дрогнет первым? К сожалению, мы находимся в таком историческом отрезке времени, что тут стоило бы говорить не дрогнуть, а кто проявит инстинкт самосохранения. Если в случае с Соединенными Штатами и Россией тяжеловато по поводу самосохранения говорить, потому что они ходят в клуб, будем говорить, супердержав, как бы там хотелось нам этого или не хотелось, то с Ираном и Украиной сложнее. Что касается Ирана, я сомневаюсь, что дрогнет Иран тоже, поэтому я ожидаю действительно кромешного ада на Ближнем Востоке в ближайшие, если не часы, то сутки. Что касается Украины, да Украине надо было бы выходить с этой ситуации войны от слова вообще. Но люди, которые сидят в кабинетах Банкова и Грушевского, они все заинтересованы в продолжении войны. Они на ней научились хорошо зарабатывать. Хорошо делать гешефт. Я даже видел это путешествие бродячих музыкантов, артистов и барыг по Ближнему Востоку. Вот с целью продать, я даже коллаж, если кто может видел, выставил там в истории. Один известнейший артист на верблюде с кучами баксов и джентльмены удачи музычкой играет. Вот. Оно было бы смешно, если бы не было, ну, так больно для страны, для людей. Мы за прошедшие сутки только по официальной информации
Имеем 7 погибших гражданских лиц. Только по официальной информации. Сколько по неофициальной и сколько людей погибло на фронте, мы сказать не можем, потому что от нас это, прячут. Я публиковал видео, там мне потом звонили там с угрозами, и очередное уголовное дело обещали, и еще что-то. Ребята возвращались под Доброполье, с передовой. И засняли видео просто на дороге, как прилетели дроны, разбили колонну, сожгли. Лежат тела наших воинов, которых потом, чтобы не платить деньги, запишут в число пропавших без вести, как это часто густо бывает, и все. И самое главное, никто же ответственности не несет. Ни с военного руководства, ни с политического. Но если с политическим все понятно, там клиника. Я вот 2 дня слушаю заявления народных депутатов, клиника. Просто. Вылазит этот Мережко и говорит, на 10 лет человеческого ресурса. Во-первых, ты подонок, подаешь заявление, хочешь уехать работать в ЕСПЧ, в Страсбург или в Гаагу, в уголовный суд, да, и туда подал заявление, то есть слинять, хочешь с Украины. И от ответственности с парламента, а ответственность не маленькая, глава все-таки комитета, по международным делам. И со стороны. А людей считаешь ресурсом. Ресурс. Дрова ресурс, и люди ресурс. Люди ресурс, и уголь ресурс. И это народный депутат. В этой ситуации только одно. Мне, наверное, человек 20 вчера позвонили. Люди, которые, где-то кто-то бизнесом занимается, кто-то там фермирует. Такие средние люди. Не с политикума, но и не просто там крестьяне рабочие, да, так сказать. Средний класс, будем говорить. Позвонили, говорят, так кто такой Мережко? Говорю, честно, я и сам не знал, кто такой Мережко. Пока он в трехстороннюю группу, не попал, то я вообще не представлял, что такой человек существует. Не проходит часа, вылазит его коллега Федиенко, такая зеленая гнида, и говорит, ТЦК имеет право использовать оружие на улицах городов для самозащиты. Кто, как будет определять самозащиту, не важно. Чисто с юридической точки зрения. И он отсылается к уставу вооруженных сил Украины. Но чисто с юридической точки зрения устав вооруженных сил Украины – это просто один из законов страны. А есть Конституция еще, есть другие законы. И я в ответ, я сразу в шоке был. Потом я понимаю, что человек тупо провоцирует гражданскую войну. Он просто провоцирует гражданскую войну. Если кто будет воевать? Тоже, смотрите. Подождите. Кто будет воевать? Кто с кем будет воевать? Люди. Какие люди? А те, которые нож берут и режут ТЦК, только будут брать винтовку и стрелять. Таможенники? Послушайте, смотрите. Нет, подождите. Тут же тоже очень, очень яркий этот пример с вот этим, примером, то, что там нож берут, будут резать. В Харькове, да, там тоже 55 лет мужику.
55 лет. То есть он уже там думает, елки-палки, скорее бы уже этот пяток дожить, да, чтобы откараскались. 55 лет. И он как бы вот напал на ТЦКшника, представляете, во время проверки документов с ножом. Ну вот в Львовский случай, ну там же просто, понимаете? То есть блатной с блатным ничего-то не поделили, понимаете? Не. Там надо посмотреть глубже, изучить. Я изучил ситуацию, я расскажу и вам сейчас. Хочу только закончить с этим, как бы мягче сказать, недоразвитым Федиенко. Или доразвитым, только на кого он работает, ну непонятно. Значит, дело в том, что исходя из логики этого гражданина, почему я говорю о гражданской войне, любой гражданин Украины имеет право на самозащиту. И если у меня официально зарегистрировано оружие, и на меня нападают люди в масках, не представившись никак и ничего, и я кого-то из них застрелю, то это будет чистой воды самозащита в правовом отношении. То, что у нас бесправие, и то, что у нас диктатура, это второй вопрос. Теперь кратко по Львову. Все подробности, которые известны. В Андрея Труша, который был обычным таможенным инспектором, умерла бабушка. И он вместе с младшим братом, вместе с мамой и вместе с дядей, который старшего возраста, прибыли договариваться о похоронах на кладбище, в похоронное бюро. И вот туда подъезжает этот бусик, вываливаются эти граждане, и в том числе вываливается уже покойный этот ТСК. У них был конфликт. Я не знаю, с чем он связан. Меня даже меньше всего, наверное, это интересует в этой ситуации. Но у них они были знакомы, потому что этот ТЦКшник в погранвойсках был, пограничником был до этого, тоже был на границе. С чем был конфликт связан, не знаю. Но он, пользуясь служебным положением, решил взять в плен брата этого Андрея Труша для того, чтобы получить с того какие-то деньги. Должен тот, не должен. Не знаю и разницы не вижу никакой. Они стартанули за малым, а старший взял, да и чикнул ножичком этого самого обидчика. Я к тому, что дали полномочия, которые используются, и беспредельные полномочия, никого ж не наказывают. Ни одного ТСКшника осужденного нету за все вот эти художества многолетние, которые мы видим. И они используют, надо выбить с Труша долг, ну условно, если этот долг даже был. Ага, ну все, сейчас брата заберем, а он придет выкупать. Ну это ж не гражданская война, понимаете? Подождите. Ну, а 55-летний мужик, а тетки, которые по селам блокируют бусы, а ребята, которые объединяются и догоняют. Нет, это еще не гражданская война, это гражданское сопротивление. Это реально гражданское сопротивление беспределу со стороны ТЦК. Оно где-то превышает законы, где-то в рамках, где-то по-разному. Что те действуют беспредельно. Против лома нет приема, если нет другого лома. Но целый народный депутат с оборонного комитета выходит и говорит: стреляйте нахер. Ну так же можно его протрактовать.
то... А я говорю в ответ гражданам, если на вас нападают в балаклавах, непонятные люди, без опознавательных знаков, без ничего, без объяснений, все, стреляйте нахер, если у вас зарегистрированное оружие. И это прямо уже выходит совершенно в другую плоскость. Тем более людям свойственно объединяться. И мы уже эти факты видели, когда люди объединялись, пока это не объединение там для борьбы с тем же беспределом ТЦК, для того, чтобы спасти там кого-то знакомого, да, или еще кого-то. Но это уже начинается. Это как подснежники первые. Ну, Арахамия нам сегодня сообщил, что, Не, в общем-то... Арахамия Божев, смотрите, я хотел, Александр, вам сказать и с вами обсудить одну публикацию вчерашнюю. Вы видели вчера публикацию в «Украинской правде»? Расценки вы имеете в виду? Не прошло и 2 года, как они прозрели. Ну, во-первых, расценки, мягко говоря, очень скромные. Устарели. Устарели, да. Где они такие цены взяли, я не знаю. Но не прошло и 2 года, 4 даже, как «Украинская правда» прозрела. Мы эти расценки называли в эфире с вами, ну, 2 года, да, назад, первый раз, и называли не раз их. Но они все не замечали это. Они все не замечали это. И я себе вчера думаю. Чего это вдруг? Чему бы это все? А тут бац, сегодня Давид Георгиевич выходит и говорит, да мы же тут все. И тут у меня все сошлось. Что готовится? Готовится операция по как обелить ТЦК и как побольше людей загнать в войска. Что они планируют? Что я вижу? Они объявят условную амнистию, снимут розыск со всех и скажут, вот смотрите, если вы завтра не придете, ну условно завтра или послезавтра, до такого-то числа, не станете на учет, то мы блокируем вам карты, мы блокируем вам это, вот это, вот это, вот это и вот это. Цифровизация в деле, цифра побеждает, Федоров там сидит уже в Минобороне с терненками, с лощенами, обложился со всех сторон. И мы четко понимаем и видим, что готовится усиление, виток. Это все готовится в рамках 2-3-летнего продолжения войны, о котором сами слуги уже не раз как бы нам говорили. Да, Александр, мы же помним это. Поэтому не ведитесь, друзья, на заявление Давида Георгиевича, тем более у них там серьезный внутренний жабогодюкинг. Жабы с Грушевского пытаются придушить или отыметь гадюк с Банковой. А гадюки с Банковой, в свою очередь, хотят отыметь жаб с Грушевского. Нет, вы скажите вот что. 2 момента. Момент первый. Будет ли вот эта поквартирная мобилизация, потому что это сейчас в последнее время очень раскачивают, чтобы ТЦКшники могли запереться к тебе в квартиру и за руки, за ноги, прям из жилья, из дома, из квартиры вытащить и отправить родине служить? Будет. Будет, Александр. Будет. Они готовят под это вот этот красивый законопроект, реформирование, конец бусификации. Там запрятаны вещи, которые позволят осуществлять поквартирный, ну, с участковым, приход,
проверку документов и так далее, и так далее. Я не знаю, как они будут неприкосновенность жилья, обходить, потому что, ни один же вменяемый человек двери не откроет. Вот. Но в планах поквартирные обходы есть. Они что говорят? Мы прекратим, мы уберем с улиц ТЦК, они не будут ездить. Все будет в циферке, все будет по адресам, все будет это, и мы будем приходить, приносить повесточку, забирать там, вот то, что вы говорите, только это все припудрено, макияжено благими намерениями, которыми, как известно, устелена дорога в ад. Ну, это, в принципе, логичное развитие событий. Почему? Потому что если на улице так попадается, что есть женщины, мужики другие, какие-то военные, какие-то ветераны, какие-то отслужившие, просто какие-то подростки здоровые да белые, они вступаются, начинается драка и очень часто отбивают жертву. А так, когда зайдут к тебе в подъезд или конкретно к твоему дому подойдут, то там же мало кто ходит, на это расчет. Да, на это расчет. Не расчет только на другой. В доме у многих людей хранится оружие. И зарегистрировано, и не зарегистрировано. И вот там будут стрелять. Поэтому тут, я еще раз говорю, я не понимаю, как они планируют обойти, Александр, каким боком и с какой стороны вопрос неприкосновенности жилья. В него же надо ломиться, там собака в доме, там еще что-то, там автомат выстрелит с окна, понимаете? То есть тут я пока этого не понимаю, но мы пока и не видели в полном версии законопроект, мы только можем судить по тем, фрагментам, которые нам стали известны либо со СМИ, либо от депутатов. Поэтому эта ситуация, как по мне, она может еще больше взвинтить внутренний маховик. Более того, я не понимаю до конца, почему Арахамия, именно Арахамия, вышел с этим заявлением. С одной стороны, вроде бы и логично, что глава большинства, парламентского, хоть его и нету, формального большинства, выходит с подобным заявлением. Но с другой стороны, мы же знаем, какой Жаба-Гадюкин, какое противостояние у депутатов и министра обороны. Поэтому, кроме того, парламент начал проявлять зубки. И это уже очевидно. И когда я говорю о том, что жабы хотят загрызть гадюку, а гадюка жабу или отыметь, то я это же имел в виду. Мы же видим, как сегодня протягиваются законопроекты. Нет, вы мне можете объяснить, только вот как бывший депутат. Смотрите, я все понимаю. Идет война. Да? И потому что нужна война, война это кровь, это деньги, да, вот еще и Порошенко вводил этот военный сбор. 1,5% было, вроде как не сильно много, но и не тот масштаб был войны, но, в общем, это прям надо было. Зеленский поднимает его до 5%, и там, в общем, это много получается, много где его теперь внедряют, да, там жилье, когда переоформляешь, там ФОПом, там уже тем же и так далее. А сегодня они проголосовали в рамках вот тех законов, которые требуют от нас партнеры, которых там Зеленский ругал депутатов, что ж вы не можете проголосовать военное положение, денег нет, все блокируют, а тут вот эти вот
4-5 миллиардов, они жутко нужны, а вы тут не можете проголосовать. И вот этот закон входит в состав этих всех непопулярных законов. Короче, война закончится, и надо будет 3 года платить военный сбор. Я хоть убей не пойму. Подождите, а какой военный сбор? Это что? Это как? Это на проигранную войну надо еще скидываться, понимаете? Смотрите, Александр, давайте исходить из того, что люди, которые узурпировали полномочия, власть, диктатор, который ими руководит, и узурпатор, они привыкли сидеть, работать и пилить деньги. Деньги на войне. Они пилят деньги и так называемых западных партнеров, и деньги, которые собираются внутри страны, в том числе с помощью военного сбора, других налогов и так далее, и так далее. Я сделаю небольшой анонс, я думаю, что мы уже в следующий вторник поговорим более широко на эту тему. Провожу я с коллегами расследование журналистское по одной из компаний, близкой к власти, которая свой большой бизнес, магазины практически во всех городах разбила на ФОПы. Ну, то есть дропы, как их называют. Ну и там в рамках этого расследования было сделано несколько закупок контрольных и чек на одного ФОПа. Пробиваем этого ФОПа и выходим на целую сеть, Александр, целая сеть ФОПов. Люди по 65, по 70 лет, ну на кого оформлены эти ФОПы. И через них они выигрывают в органах местного самоуправления, в органах местной исполнительной власти, ну, то есть военных администраций, городских советов, они выигрывают тендера. Ну, например, один ФОП. 66 лет мужику, где-то на Закарпатье там живет, может и не живет, мы не знаем. Это еще проверить надо физически. Мы попытаемся его найти. Значит, в одном из органов местной власти с 285 торгов этот ФОП выиграл 283. На сумму. Счастливчик. На сумму больше 10 миллиардов. Александр, понимаете? То есть это слив денег. Какое окончание войны? Да они будут все там в зговорі, всі казати наші рідненькі, тримайтеся. Будут одевать вышиванку, бежать, обнимать всех, целовать и тому подобное. Понимаете? Ну какое? Ну понимаете? Просто слив денег. Вот. И ушел. Я больше скажу, тоже по налоговой. Ну такая интересная история. Вылазит это Леся Карнаух, глава налоговой нынешней. И там пишет у себя на Фейсбуке, что они списали с осени прошлого года по март, ну, этого года 6 миллиардов налогового долга. То есть депутаты сегодня голосуют, да, 5% вам, мне, ну, всем гражданам Украины, да, кто платит налоги. А 6 миллиардов списали. Долга налогового, то есть насчитанного налогового долга списали. Ну и зато приняли вот эту историю, когда за малейшую задолженность у тебя блокируют имущество, счета, и ты Правильно. Вот кредит не заплатил или коммуналку просрочил, в реестр должников попал, и все, добрый вечер. Все заблокировали, все отобрали, все. А тут 6 миллиардов. Хоп!
налоговый долг 120 миллиардов, а 6 взяли и списали. Просто списали. Я там набираю своих знакомых, которые работали не один год в налоговой, и говорю, а что это, ну, вообще такое? Они мне говорят, ну, вообще, Игорь, чтобы ты понимал, говорят, 10% платили взятки за отстрочку налогового долга на год, Александр. 10% платили взятку за отстрочку. А тут списали, понимаете? То есть, то на год отстрочили, все равно платить надо. А тут списали. Какой процент взяли? 50? 70? Понимаете? То есть, а гражданам говорят, да платите 5%. На войну, это священная война. Мы будем пилить бабло, а вы будете платить 5%. Поэтому я вообще то, что голосует Верховный Совет, ну, во-первых, то, что они слуги МВФ, мы же помним, как там Голобородько кричал, куда это МВФ? В дупу. О, теперь Голобородько требует от депутатов проголосовать МВФовские законы. Они голосуют, они втусовывают туда все, что можно, нельзя втусовать, свои попы спасают. Больше того, я вам скажу, я точно знаю, что готов пакет правок. И я думаю, он будет внесен в парламент в рамках как раз вот этого Жаба-Гадюкина и противостояния, которое происходит, и голосования законов МВФ. И этот пакет правок, это я точно знаю, потому что этим лично Стефанчук занимается. Этот пакет правок предвидит амнистию, снятие уголовной ответственности за незаконное сбагачивание. То есть они себя родных хотят амнистировать. Себя родных хотят спасти, хотят вывести из-под удара и дальше себе жить свою хорошую жизнь. Каждый из них уже имеет уголочек в какой-то европейской, западной какой-то стране, кто-то и на Востоке накупил, сейчас, правда, не рады, чтобы накупляли, будем так говорить. Как пришло, так и ушло. Я о Дубаях, если что. Вот. М, И Да, Игорь вот Иванович, ну вот вообще, конечно, знаете, тут понятное дело, тут такие вещи происходят. Сейчас выходит Трамп, говорит, этой ночью Иран умрет. Все вспоминают Жириновского, который говорит о том, что Израиль влупит ядеркой. Иран так ответит, что мало не покажется. Сейчас уже есть конкретные... Ну, вообще, как бы... Тут очень сложно понять, или правда на слабо берут Трампа, или... Ну, потому что там такие, там всякие каналы публикуют разные там, ну, не то что мемы, а такие сообщения о том, что сегодня там ночью все региональные лидеры, имеется в виду ближневосточные, да, скажут, там, ублюдок прекращает эту войну на Трампа, все увидят, как чем это обернется. Хуситы закроют один пролив, закрытый останется другой пролив. В общем, бомбежки, опреснители, стирание Израиля, в том числе удары по соседям. И если будет ядерное оружие, то я так понимаю, что тут вообще все стопы слетят, и, в общем, будет действительно хаос и кошмар. А у нас, видите, депутаты боятся за свою шкуру там, и так далее, и так далее. Меня очень успокаивает Венс. Мы сейчас вернемся к Ближнему Востоку, мы сейчас это обсудим, потому что я вот тоже слежу, жду новостей, но пока вроде как, знаете, ну не то что тишина, но кроме громких заявлений, пока, да, ну еще 20 минут еще осталось вроде как, да, ну, наверное. А там посмотрим. Меня вот Венс успокаивает. Он приезжает к Орбану, включает запись или там телефоном, ну, запись, скорее всего, сообщение от Трампа. Трамп говорит: Орбан, я тебя люблю.
Сам говорит, никто больше ничего не сделал для решения вопроса Украины, как Орбан. В общем, на самом деле митинг-концерт удался. Хедлайнер Венс отработал все, что нужно отработать. Если бы ему платили гонорар, я просто сомневаюсь, что ему платили гонорар, то он бы вот все, то есть вот, потрясающе спел лучшие хиты, все зарядил, но как-то паскудно, или как? Паскудненько позасовывали языки украинские товарищи в свои мягкие ткани. Я имею в виду Гришу Тихого, Андрюшу Сибигу, я имею в виду Подоляков на крайняк каких-нибудь, да, ну ладно, Зеленский, ему же не до того. Вообще, как бы, в последнее время я так оглядываюсь, а чем Зеленский занят? То у него Песах, то он какую-то ерунду там, что смотрит карту фронта с Сырским, то какую-то, ну, то есть абсолютно как-то засунут он как бы под плинтус медийно. Это вот такое мое личное наблюдение. Ну да ладно. Венс говорит, что невиданное вмешательство Венгрия в свои выборы и внутренние дела получила от Украины. И Америка получила, говорит. То есть мы вообще молочные братья, говорит. Американец это фактически венгр. Поэтому, ну, в общем, красиво все произошло у Орбана и Венса. А что это означает для нас? Александр, смотрите, давайте разделю на две части ответ на этот ваш вопрос. Я его ждал, он очень интересен, глубокий и будет иметь еще последствия, я уверен в этом. Значит, первое. Точно известно, что на территории Украины готовились тетушки, и они есть для участия в провокациях на венгерских выборах. Это раз. Второй момент. Как раз под этот момент выходит расследование в Румынии румынского журналиста о выведении денег, вывозе, физическом вывозе с Украины 2 миллиардов. Перед этим была история с взрывчаткой на газопроводе на границе Сербии и Венгрии. Ну, а самое главное, Александр, за деньги золотишко забыли. Вы не обратили внимания, что все молчат? Да, Что все ж молчат. такое? Что ж такое? Вроде бы такие деньги, так кричали, так репетували, все молчат. Доказательств выше крыши. По американским выборам доказательств по вмешательству выше крыши. Весь фактаж есть, все есть. У меня вопрос к Венсу. А что еще должен сделать Зеленский, чтобы вы обратили внимание на его нелегитимность, раз, на воровство миллиардов, два, он помочиться должен на американский флаг, кому-то на лицо. Что он должен сделать, в конце концов? Он уже сделал все, что возможно, но вы терпите диктатора и узурпатора в центре Европы. Я бы думал, что они ждут, Александр? Угу. Догадались? Да, осенью. Ну, правильно, там праздники в Америке, отпуска, да. Угу. Ага, нет. Оно было бы смешно, если бы не до слез. Осени они ждут, потому что именно на этом фактаже они будут строить избирательную кампанию на промежуточных выборах в Конгресс. Так она провалена. Спасибо Ближнему Востоку. И Ирану. Они будут вытягивать от Украины. Они будут вытягивать, они сейчас смотрят, что, как получится в Орбана. И они запустят в разы большую кампанию, потому что там и фактажа побольше, и суммы побольше, и деньги американских налогоплательщиков.
И они запустят это перед выборами. Да, Иран бесспорно либо до конца провалит, ну, компанию, и тогда уже не поможет ничего. Либо, наоборот, может поднять в чем-то, потому что мы же не понимаем, чем все, ну, в конце концов, на Ближнем Востоке закончится. И как будут проходить эти промежуточные выборы. Но я больше чем уверен. Просто другого объяснения, для чего держатся эти компроматы, для чего держатся эти факты. Ну и все, я другого объяснения найти не могу, кроме того, что их, по моему мнению, держат для избирательной кампании осенью. И им же что плевать, сколько за это времени погибнет украинцев на фронте. Им же плевать, сколько оккупируют территорий. Им плевать, сколько домов разрушат. Энергосистему добьют, воду зацепят, еще что-то. Да даже на то, что гипотетически и к голоду может все прийти. Вы посмотрите, вот да, Зеленский как пока катался там на верблюдах, да, по Ближнему Востоку, то этот самый, то очень интересный момент. Думаю, а что он в Сирию полетел? Ну, ладно, там камевояжерством промышлял, продавал свое и британское саудитам, в Эмиратах, в Катаре. Думаю, что он в Сирию поперся? Еще и на самолете, ну, турецкого МИДа. Ну, на самолете турецкого МИДа поперся, потому что Иран не будет атаковать, ну, турецкий самолет. Поэтому и ну, на нем и полетел. Потому что на другом сцикотно. А почему он пытается втюхать туда в обход программы ООН и в обход, с помощью турок втюхать зерно? Так я дико извиняюсь. Его же еще вырастить надо. Владимир Александрович опять вам воздух привез. Ну да. Серьезно. Как вот эти самолеты Рафаль, Да. Гриппины вот эти. Да, это же вот так вот. Вот так вот и делается политика. В Украине очень тяжелая ситуация в сельском хозяйстве. Об этом старается никто не говорить. Но давайте реально посмотрим на вещь. Дизеля нет, цена Ну, сумасшедшая. цена красивая, 95, как квартал. Да, да, кварталовская цена и отсутствие необходимого количества дизеля. Фермера биотопливо колотят. Компенсировать, ну, это только через депутатов для агрохолдингов, ну, которые депутатам отстегивают. Это одна проблема. Есть еще вторая проблема. Наша страна экспортировала всегда, продавала минеральные удобрения. Сейчас мы их купить не можем. У нас просто катастрофа в сельском хозяйстве с удобрениями. Почему? Да потому что из-за дороговизны энергоресурсов Минудобрения выросли в цене и уменьшился, ну, производство их. А соседи наши, с которыми до конца еще не поссорился, ну, Владимир Александрович, ну, они же своих фермеров имеют, правильно? Там поляки, румыны, и в первую очередь будут их обеспечивать. То есть и минудобрений нету. Ну и третья проблема на морду лица.
Людей нету. Людей нету. Работать нету. Техника, ну, допустим, комбайн. 1,5 миллиона евро. Ну, стоимость. А это комбайнера утилизировали на фронте. Ты ж не посадишь кого-то непонятно кого, чтобы грохали технику. Нет. Да ну это какое-то старье, вы рассказываете. Все, сейчас уже, как они там, Джон Гир или как они называются, они вообще по GPS без комбайнера спокойно вот это вот сами Так, по Александр, спутнику. Александр, Вы чего? Какой Александр, комбайнер? Александр, Александр, ну я понимаю, ваш Степ нам Притула ж программу рассказал. Да, Притула вообще все рассказал. Говорит, значит, а что ждать вообще? Чего все, никто ничего не Приведи ждет. индусов, пакистанцев, кто там Мне эти. особенно понравилось, филиппинки приедут, будут шить одежду. Филиппинки. У меня вопрос, а он вообще понимает функционал, у нас в стране есть, ну, я не могу сказать остатки, не хочу обидеть, ну, людей, да, но есть, во много раз уменьшился, но есть сектор, который называется легкой промышленностью. Я знаю это, потому что у меня родственница руководит одним, ну, из предприятий подобных. Вот. И швей нету, их обучать, ну, пытаются. Какие филиппинки? Какие филиппинки? Филиппинистые, загорелые. Это раз. Второе. Есть несколько брендов наших отечественных, которые работают в легкой промышленности. Выжили, да? Ну, то есть не добили их. Выжили. Вот они и есть. Все остальные иностранные бренды будут отшивать на Филиппинах. Зачем им Филиппинок в Украину везти? Ну, логика какая? Ну, ни один иностранный бренд не будет везти в Украину Филиппинок, чтобы что-то отшивать, а потом куда-то это забирать и все. Ну, то есть человек, я Притулу имею в виду, он вообще ноль. Ему там нарассказывали технологии чего-то. И вот он нам выдает это на гора. Скотина, поедь на фабрику, посмотри, как оно функционирует. Игорь Владимирович, договариваться когда будет Зеленский? Не будет. Ну, смотрите, вроде как Александр, он не будет договариваться. жареный петух, он уже вроде как уже клюет. Вроде как уже Венс приехал, все рассказал, понимаете, по поводу Венгрии. А все молчат, никто не комментирует ничего. Вроде как уже и денег нет. То есть дружбы нет, денег нет. Все видят этот С дружбой катастрофический... вообще уникальная ситуация. Вылазят эти евробюрократы и говорят, а мы не знаем, куда пропала эта комиссия, которая ищет трубопровод дружбы. Может, бусифицировали? Ну да. Вот, смотрите, не будет Зеленский ни с кем ни о чем договариваться. До последнего украинца и до последнего метра украинской территории. Либо свержение диктатора. Другого пути нет. Нет. Этого уже все. Все перейдено, они планируют, запускают, 2-3 года рассказывают, вовсю вешают то том, что вот, мы готовы переговаривать, давайте перемирие. Я предлагаю перемирие. Но я так и не понял. На католическую Пасху он предлагал перемирие. На Песах, на православную Пасху. На какую Пасху он перемирие предлагал, я так и не понял. Это раз. Во-вторых, ну, мы же взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что если идет разговор о перемирии,
или о каких-то договоренностях, хотя бы временных, то передается конкретный посыл с конкретными военными тайминами, с конкретными вещами, а не стендап 95-го квартала. А, Смотрите, тут очень интересный момент. Вы вообще можете объяснить, что это вот этот вот чекинг, там всякий ебакинг на трибуне, там Порошенко, ну, выпил, что ли? Я думаю, не выпил, я думаю, что э, хочет быть в тренде. Я глубоко убежден, что все основные политические силы парламента и около правительственного квартала находятся в сговоре. Они между собой могут про Чекина и Ебакина там кричать, с трибуны наезжать, устраивать Жабагадюкин парламент на Банкову, Банкова на парламент. Ну, то, что мы наблюдаем. Федоров там с этими. А на самом деле договорничок. Выборы не проводить, войну продолжать. Я думаю, что надо еще поинтересоваться, сколько эти псевдооппозиционеры заработали тоже за время войны. Я не конкретно там Петра Алексеевича имею в виду, а тому хоть бы сохранить то, что до этого, ну, наскирдовал. А я имею в виду в том числе рядовых депутатов, потому что я слышу, с той фракции к дронам имеет отношение, с вот этой, к тому коммуниции, третий за яичко. Вы же видели, как этот бегал Тарута с Николаенком крутить без углу? Это ж как надо показывать Сырскому, что они его любят. Это ж делалось с одной единственной целью – показать Сырскому, как они его любят и защищают. Потому что им напрямую воинские части дают что-то делать. Иран. Значит, смотрите, вообще, конечно, ситуация накалена до предела. 3 минуты до дедлайна, ну, а все ожидают что-то там ночью, что все произойдет. Как я уже говорил, там все обменялись любезностями, все комментируют, и все замерли в каком-то таком ожидании. Кроме Wall Street Journal, между прочим. Значит, выходит Wall Street Journal и общается с каким-то чиновником, ну, бог весь какой чиновник, и говорит, что Трамп намерен продолжать оказывать давление на Иран максимальным образом. По его словам, этого чиновника, администрации, публичные комментарии американского лидера направлены на демонстрацию того, каким агрессивным он может быть. При этом другой чиновник отмечает, что решение о том, как будет действовать Вашингтон, если Тегеран не пойдет на сделку до установленного крайнего срока, пока не принято. Вот тенате. Нас ожидает ровно такая же взвинченная, как вот взвинчивалась эта атмосфера, ровно такой же и выпуск пара. Как это? Серьг, пуньк? Да, но тут, понимаете, вот я слушал, ехал к вам на эфир и слушал Такера Карлсона. И вы знаете, я много в чем согласен. Есть вещи, которые, ну, мы же по примеру даже нашей страны видим. Мы вот эти танцы, свистопляски на религиозную тематику, яку любит устраивать Банкова и во главе с Зеленским и этим ведьмаком. Значит, смотрите, тут очень серьезная ситуация. Сегодня вторник,
у нас до схождения благодатного огня 4 дня. Да. Многие верующие, православные и не только православные, считают, что если огонь не сойдет, если что-то произойдет, то начнется конец света. В этой войне, как вижу я сейчас, победителей может быть только два. Не может кто-то один победить в этой войне. Если кто-то один будет победителем в этой войне, то будет катастрофа страшная. Либо в одну сторону, либо в другую. Почему я так говорю? Потому что Иран не может уступить, режим Аятол не может уступить Трампу и Израиль. Не может от слова вообще. По причине того, что иначе он потеряет поддержку внутри страны. То есть он страну они потеряют фактически. А Трамп не может тоже практически по той же причине, что если он уступит, он будет полностью хромой уткой. Притом хромой на 2 ноги. И 2 крыла одновременно. И шею сворачивать осенью, начну. Поэтому ситуация очень тяжелая, замешана на религиозный фактор. И я боюсь, что могут пойти. Я отслеживал израильские СМИ, где шли прогрев информационный по поводу ядерного оружия. Ни для кого не тайна, что официального оружия в Израиле нет, 28 боеголовок имеется. А может и больше. По крайней мере, те, которые, хоть и не официально отфиксированы. Могут ли они его применить? Могут. Чем ответит и как ответит Иран? Одному, наверное, Господу Богу известно. Они тоже могут ударить по ядерному объекту. Они уже сказали, что Альманденский пролив будут закрывать. Бить за пределы Ближнего Востока. Это тоже было заявлено. В общем, сейчас все ожидают. У меня только, знаете, одно такое плохое чувство дежавю, Игорь Владимирович. Когда вот сейчас средства массовой информации разносят кадры, как то возле одной атомной электростанции, то возле какого-то моста, то на мосту, то под мостом собираются с флагами иранцы. Они выходят, машут флагами. 14 миллионов записалось со слов в войска Ирана. Представляете, и ТЦК не надо там. Но у меня плохие, конечно, ассоциации. Помните, как же он назывался этот день? День единства, что ли? Который Зеленский придумал. Повыпирали всех бюджетников с флагами везде. Это день, когда Россия должна была напасть. То есть не 22-го, а 16-го. Смотрите, Александр, разница в том, что вы правильно сказали, бюджетников повыпирали. И люди вышли сами. Мы не берем там религиозные убеждения, особенности национальные, мы не берем это. Но люди вышли сами, это не бюджетники выгнаны. Понимаете? Тут разница большая, но дежавю есть, да. Так, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Всем большое спасибо за то, что проголосовали. Кто дрогнет первым? В этой ситуации, в текущей, да, значит, 7% Россия, 5% Иран, 32% Украина и 56% считают, что дрогнет все-таки США. Вот тут кто-то пишет, марсиане не допустят. Да,
Мне тоже кажется, что это все как бы, ну, это такая тактика переговорная, да, вот такая. Ну, посмотрим. В любом случае посмотрим. Не обязательно это вот сейчас 4 минуты, как срок ультиматума прошел, но посмотрим, скажем, как это будет дальше выглядеть, да, то есть что будет ночью и так далее. Но все-таки считают люди, что США дрогнут. Вы тоже так считаете? Думаю, нет. Думаю, нет, потому что США потеряют статус гегемона, а для их политических элит и одного крыла, и другого это недопустимо. Там сегодня орешник обещали. Говорят, 2 ракеты заряжено, на Украину смотрят. Что думаете? Там Перед Пасхой? может быть орешник, может быть, вы же понимаете, я ж листаю там, ну, соцсети, как и вы, смотрю одни там. Мы строим подземный завод. Вторые, а мы там это. Думаю, ну кто вас за язык тянет? Вы рассказываете, что мы воюем, и занимаетесь чистой воды артистизмом. Стендапы вы даете. Что вы строите, что вы продаете. Я посмотрел этого производителя фламинго у Гордона по настоянию друзей. А он еще к Сергенко приходил, видели? Я очень редко это самое, ну, отмывают парней, понятно, от коррупции. Но меня не это задело. Не то, чтобы задело, а я поражался. Знаете как? Александр, я поражался по поводу того, ну, вы же там занимались в оборонке Российской Федерации, как вы там с ФСБ? Да нет, да вообще нет, да никак, ну вы что, как это можно? На кого это рассчитано? На зрителей Гордона. На кого? Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Режим Блиц. Если чего не успеем, у Игоря Мосейчука на канале он берет вопросы ваши, те, которые вы, те, которые, ну, как мы не смогли от них ответить. Поехали. Начнем с сообщества YouTube. Оксана спрашивает, эпическая ярость превратилась в эпическую ошибку? Это изначально была эпическая ошибка. США, а точнее Трампа, я глубоко убежден, в эту историю втянули Израиль и глобалисты, которые всегда с Израилем были в прекрасных отношениях. Потом глобалисты умыли ручки и вот так вот сидят и смотрят, как на их глазах Трамп превращается в хромую утку. Более того, они пытались втянуть в Украину в войну, не вышло, и они зашли с козырей на Ближнем Востоке. Мгм. Так, следующий вопрос. Игорь Владимирович, вы можете это знать? На фоне зверств ТЦК в ответной агрессии мы раз от раза читаем спикеров среди ухылянского из серии «Ухылянская худоба», «Мамина Черкешенко», «Стрелять ухылянтов при малейшем сопротивлении», «Все на фронт», «Ухилесы», бла-бла-бла, «Буряты придут», «Оскорбления людей», «Семейных ценностей», «Личности», «Права» и перечислять долго. Этих спикеров, если посчитать, наберется 10-20 ртов. Очевидно, что они должны раздражать и самих ТЦКшников, ибо подстрекают их от их имени тоже. Очевидно, если эту пару десятков пастей заткнуть, и мобилизация будет не такой острой, конфликт между военными и мирными менее угловатым. Вопрос, тогда зачем они? Кто их кроет и с какой целью? Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, надо четко определить цели, которые на самом деле преследует ТЦК. ТЦК, как по мне, это преступная организация,
которая занимается преступлениями по 3 направлениях. Первое. Они запугивают людей. Вызывают страх от людей, чтобы люди не выходили ни на протесты, никуда, сидели, прятались и так далее, и так далее. Раз. Второе. ТЦК работает в коррупционном направлении. Расценки «Украинской правды» неправдивы, на самом деле еще выше цены. ТЦК загоняют в коррупционные схемы и реализовывают их людей. И третье, они работают, ТЦК работают над полной деморализацией общества, над полной демотивацией общества и так далее, и так далее. Вот и все. Это преступники. Теперь о тех, кто их оправдывает. Это пропагандисты. Так как действия ТЦК очень выгодны зеленым гнидам с Банковой, Грушевского, то всюду, то пропагандистов кроют они. Вы посмотрите, как обогатились, что купили себе за период этой страшной войны Вова Петров, Сережа Иванов, да и другие. И в Украине, и за пределами. Говорящие рты, как вы говорите. И их покрывают прямо с Логова, то есть прямо с Банковой. Они полностью выполняют указания Банковой. Вот и все. Так, следующий вопрос. Нужен ли в Украине, помимо военного сбора, сбор на восстановление синагог, которые были разрушены до появления славян на этих землях? А что, Германия вон сколько десятилетий репарации выплачивала. Игорь пишет, видимо, под впечатлением от Песаха и празднования его и речи Зеленского раввинам. Смотрите, не надо перегибать, что занадто, то нездраво, як кажуть. Это самое. То, что сейчас, в том числе Зеленский в первую очередь, и раввины почему-то на это ведутся, и часть еврейских общин на это ведется, пытаются выставить и доминировать в религиозной жизни страны, выставить это на явный показ в стране, которая по факту есть православной, это очень плохой сигнал. Потому что в данной ситуации осталось появиться архимандриду Мельхиседеку. То есть взять, осветить ножи, придумать или нарисовать, или получить золотую грамоту, и вот тебе гайдамачина. Да. Значит, народный депутат Княжицкий рассказал, что по согласованию с полицией криминальные элементы надевают форму, выезжают, хватают людей, требуют деньги. Если денег нет, везут в центр временного содержания. Но это не представители ТЦК, это бандиты. К сожалению, он забыл сказать, как гражданин отличать ТЦК от бандитов. Как? Подскажите, Игорь Владимирович. Ну, отличать невозможно, потому что не представляются ни одни, ни другие. Это раз. Второе, Александр, тут еще очень и очень такой важный вопрос подняли люди. Этот факт, о котором не один факт, такие факты, о которых говорил Княжицкий, действительно имели место. Где-то эти парни заплывали за буйки, их даже задерживали. В Одессе, например, общественную организацию «Украина – це мати» с таким патриотическим названием. В Днепре, Княжицкий говорил, в Днепре произошло нападение на судью. Установленные лица работали под ТЦК под видом мобилизации ее мужа, судьи. Но, как потом выяснилось в ходе следствия,
это действительно люди, которым мы платили деньги для того, чтобы они повлияли на судью, ну, запугали и так далее, и так далее, и так далее. Эти все случаи, они же не оправдывают ТСК. Это отягчающие, ну, обстоятельства на самом деле. Потому что этим людям, как добровольным помощникам ТЦК, дают отстрочки, дают возможности ездить по городу, ходить в балаклавах и так далее, и так далее. У меня возник один вопрос. Я вот это ж общался там с Днепряном, и как раз когда наводил резкость на ситуацию с нападением на судью, у меня вопрос, а где військова служба правопорядку и полиция где? А что это такое? По городу тыняются какие-то люди со стволами, с палками, дубинками, кто-то в камуфляже, кто-то без опознавательных, кто-то с левыми опознавательными, ну, знаками, шевронами, знаками отличия и так далее. Что происходит? А происходит хаос, который вполне может привести к тому, о чем мы говорили в начале передачи о гражданской войне. Да, следующий вопрос тоже, считаю, очень интересный. Какие шансы, Денис спрашивает, до 14 июня, дня рождения Дональда Федоровича, что начнут открывать дела на Зеленского и компанию после слов Трампа-младшего о хищении средств вмешательства в выборы? Благодарю. Ну, во-первых, я думаю, что, по Позже. крайней во-первых, я думаю, что мы там с соратниками и друзьями, коллегами хотим организовать большой марш мира в одной из столиц Европы, чтобы продемонстрировать, что украинцы не за войну на самом деле, а за мир. Во-вторых, что касается, собственно, Трампа и вот этих вещей, о которых вы спрашиваете, думаю, что это произойдет где-то сентябрь-октябрь. Мгм. Значит, приветствую. Подскажите, интересует один вопрос. Может ли Зеленский специально тянуть до момента, пока Россия не возьмет весь Донбасс силой, мол, якобы я потужный, не сдал русским свои территории? Как вы думаете, так ли на самом деле и что будет дальше, если это сценарий? Зеленский может так думать, но не факт, что так думают в Кремле. Более того, я не думаю, что Кремль будет прямо в лоб атаковать славянский Краматорск, там действительно серьезный укрепрайон. Я не исключаю, что может быть запорожское направление, потому что Запорожье – это ключ к югу, Николаев, Херсон, Одесса. О претензиях на юг российские политики говорят постоянно. Это может быть Чернигов. Мы видим, как ужесточаются моменты, а от Чернигова рукой подать на полет легкого дрона до Киева, ну, грубо говоря, это тоже серьезный вызов. Ну и плюс, понимаете, внутренняя атмосфера, вот мы говорим за ТЦК, внутренняя атмосфера, вы же видели вот эти вот кадры, когда беременную в машине, да, забрызали, еще где-то, а это ж Волынь, это ж Ровно, там же УПА зародилась. Понимаете, то есть в И регионах, что? не, в регионах, где они пытались создать свой, прикрываясь псевдопатриотическими девизами, создать какой-то свой ядерный электорат,
в этих регионах начинается сопротивление тоже. Но они же, эти же, тоже с этих регионов, которые брызгают беременную газовым баллончиком. Послушайте, Так да, тогда и давайте как-то пускай выходят раз на раз и решают, кто больше упа. Александр, Александр, э, вы абсолютно, тут я с вами не соглашусь, потому что в рядах ЦВК есть выходцы с вашей родной Луганщины, Львовщины, Тернопольщины, моих родных Лубен и так далее. И также хапают всех подряд. Поэтому давайте не делить, я говорю о другом. О том, что они наоборот убивают тех, кто мог бы создавать, слушая какие-то патриотические выступления, им электоральную базу, они и их убивают. Вот это я хотел сказать. Ну, так они всех убивают, да. Значит, вот такой вопрос. Игорь Владимирович, после кратного увеличения количества украинских, в кавычках, дронов в российском небе, у нас в России начали в народе критиковать правительство за малодушие в отношении стран НАТО. Всем давно понятно, что дроны не только производятся, но и запускаются из стран НАТО. Как вы думаете, выйдет ли конфликт на просторы Европы или нет? Ведь всем понятно, что если это продолжать не замечать, то закончится тем, что тысячи дронов будут летать на Россию ежедневно со всеми вытекающими. Смотрите, я думаю, что глобалисты, особенно европейские, боятся конфликта Российской Федерации со странами НАТО, и будь то какая-то из прибалтийских стран, либо других, они будут их прижучивать и делать все, чтобы не пропускали дроны и не давали возможности запускать. Тут же еще такая история. Множество дронов производятся в Евросоюзе. Если вспомнить операцию «Паутина», которую нам в деталях, да, рассказывал, то спокойно может заехать любой грузовик в Эстонию условную, да, и оттуда полететь на Питер или еще куда-то. Поэтому тут вопрос глобальный, и либо глобалисты остановят, либо дальше будут сжигать, и тогда война выйдет на совершенно другой уровень. Я это прекрасно понимаю. Угу. Так, добрый вечер, Александр Игорь. Вопрос гостю. Есть ли сведения о численности погибших ВСУ, которые уехали на Ближний Восток? Говорят, сейчас, по состоянию на сейчас, погибло около 40 человек. Правда или нет? Заранее спасибо. Я могу сказать только ту информацию, которую имею я. Я имею информацию, что количество погибших около 27 человек. Даже точно не могу сказать, потому что по некоторым есть подтверждения, по некоторым нет. Мгм. Так, значит, У мене інформація із істочника в Главному управлінні розвідки Міноборони України. мгм. Так, давайте в чат заглянем трансляции. Марш мира, что за бред несет Мосичук? Где ваши земляки, убежавшие в Европу, не хотят мира? Вы уже всех нас, европейцев, достали, пишет какая-то женщина. Ну, я очень рад за европейку, что она русский знает, это самое. Я думаю, она его выучила для того, чтобы такие комментарии писать. Дело в том, что не надо 100 упоротых за 10 миллионов считать. Я не отрицаю, что есть люди,
которые заинтересованы и которые хотят продолжения войны, чтобы получать какие-то пособия, лежать на каких-то диванах и так далее. Но этих людей мизерная часть. И не надо всех украинцев стричь под гребенку какого-то 1%. Александр, добрый вечер. Евгений пишет. Спросите, пожалуйста, у собеседника вопрос. Музей Ольги Кобылянской открыт, памятник не снесли Ольге Кобылянской. Что он об этом знает? Спасибо за ответ. Где-то что-то слышал вокруг этого, уточнюсь, напишу завтра в телеграм-канале, не хочу давать непроверенную информацию. Добрый вечер, господин Мосичук. Как вы считаете, если США не захотят терять репутацию гегемона, бахнут ли ядеркой по Ирану? И какова вероятность, на ваш взгляд, этого? Практически очень малый процент. Я думаю, что если и бахнут ядеркой, то бахнет Израиль. Ну, или руками Израиля. Это да. Значит, друзья, всем большое спасибо. Ну, тут спрашивают, где пользователь, когда и где собираемся на митинг мира. Но в этом точно вы узнаете, когда все будет можно. Да. Как только будут получены соответственные разрешения, как только все будет запущено, вы точно об этом узнаете. Да, друзья, благодарю за то, что побывали на нашем прямом эфире. Игорь Владимирович, благодарю за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим уважаемым зрителям. Друзья, поддержите канал Шелеста лайком, репостом, комментарием, обязательно подпиской, потому что действительно душат, давят свободу слова. Ну и донатом, если есть возможность. И будет вам счастье, будет всем нам мир, и будем жить, друзья. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.